Добрый день, с вами я, Сергей Гуд, и как всегда канал Viking Life. И как бы я ни откладывал самое неприятное, в конце концов до него тоже должны дойти руки. И вот я вам сейчас покажу. Это для тех, кто не видел. У меня вот летом было такое несчастье. У меня от грозы, когда меняли крышу наверху, рабочие не успели застелить пленкой, и вода пошла на крышу и через крышу на потолок. В итоге у меня вот саманный потолок в комнатах обвалился. Это, наверное, самый большой обвал, который есть в комнатах. Где-то меньше, где-то больше, а в кабинете даже вообще сухо. Не обвалился потолок. Ну да ладно, сейчас даже не об этом. Дело в том, что я начинаю ремонтировать полы, а мне для того, чтобы заделать этот потолок, подсказали, было бы неплохо, если бы я собрал часть глины от этого обвалившегося потолка. Но так как и штукатурка здесь тоже в этом доме была сделана глиной, я решил все-таки перед тем, как стелить полы, засыпать песок, собрать немножечко глины. И я вот сейчас этим и занимаюсь. Мы с Арсением собираем глину. А Арсению не очень это нравится, он возмущается, что-то ему, в общем, раздражается он. Завалы глины вот в этой комнате, которую я еще летом начал. Чтобы снять успешно обои, и это было ровно, быстро и красиво, я всегда использовал воду. У нас на участке есть опрыскиватель от вредителей, который можно замечательно использовать, промачивая обои, прежде чем их снять. Они намокнут обои и будут легче сниматься и не будут рваться лоскутами. И самое главное, что они со стены будут сходить ровно. На сухую я снимал. Остаются обои, которые нужно потом шпателем отдирать. А вот попробуем водой, тогда будет все лучше. Ну, посмотрите, химикатов здесь нет, здесь просто чистая вода. И смочим стенку. Хорошо, да, если способны. Можно, конечно, просто брызгать воду, можно водиться, мачивать стены. Вот там просто пойдем водичкой. Должно пройти небольшое время, когда бумага размокнет, клей растворится. Вот они начинают начинать темнеть. У нас сегодня на улице 31 градус, это 6 июня. Лето, уже самое настоящее лето началось. В Прибалтике, конечно, не так уж и жарко, а у нас уже 31 градус. Замечательно получается все. Никакой химии, только вода. Ну вот, мы смочили водой обои. Теперь должно пройти небольшое количество времени для того, чтобы обои размокли и их было легче снимать. Ну, посмотрим, как у меня получилось это все. Все. Надо подождать. Ну, как я и говорил, для того, чтобы снять бумажные обои, придется несколько раз смачивать их водой. Оказалось, тут почти 3 слоя обои было наклеено. Вот, поэтому это не так быстро, но тем не менее гораздо удобнее снимать обои, когда они влажные. Очень много возни, когда остаются маленькие кусочки обои, которые не отклеивают сразу. И они тонкие. И вот их очень неудобно снимать. Шкрябать и шкрябать надо. И без воды, что называется, ни туды и ни сюды. В новом доме я обои
клеить не буду. Ну вот, пошел второй день работы в нашей будущей гостиной. Основную часть обои уже я снял, отодрал. Очень много интересного я увидел под обоями. Вот здесь у нас трубы заводились в дом, ну, в следующую комнату питания. Ой, там, конечно, все интересно. Там были замурованы вот такие штуки железные, непонятные для чего это. Или какой-то манометр, прибор, или еще что-то. Кусочек трубы был замурован. Ну и вот еще вот такие вот крышечки консервные. Наверное, кто-то съел консерву и не знал, куда ее деть. Вот крышку замуровали. Но это да ладно. Ничего страшного, трубы будут убираться. Щели замазаны были раствором вместе с соломой. Вот, ну, вот камень, это все-таки блок стоит. Но самое интересное я вам сейчас покажу, что бывает, вот как мастера делают ремонт. Вот смотрите, побелка, там один обой, второй, обои, вот обои, а потом раз, и штукатурочка поверх обои. Такого я еще не видел. Видите, вот идет обои, потом, видимо, что-то не понравилось, да, и решили вот штукатурочку положить прямо на обои. Ну, мастера, конечно, мастера, да. Так берешь обои, отдираешь и все. И, как всегда, любимый голубой цвет. Почему любят в России так голубой цвет? Везде заборы голубые, дома красят в голубой цвет. Да, Арсений? Он не знает, что происходит. Туда-сюда ходит, смотрит. Почему хозяин дом разламывает. Ну вот, продолжаем все сдирать. Обои я снял. Ну и потом буду до камня все это сбивать, чистить. Ну, интересный такой момент, что сейчас на улице у нас 34 градуса. Жара стоит, а в доме без кондиционера очень даже комфортно. Такое прохладное состояние. Не жарко, не жарко, не жарко здесь, хорошо. Ну вот обои почти сняты. Я дошел до угла, где на обои положили штукатурку, стал сбивать штукатурку. И меня тут ждал нежданчик, неожиданность такая. Штукатурка, сделанная на основе, наверное, сено-солома. Летит со страшной силой. Прочности нету. Вот в итоге я дошел до блока, из чего сделан дом. Получается, фактически заново надо строить дом. Сыпется все просто отвал. Я в шоке. Вот называется «не тронь говно, не будет вонять». Ну это так, каламбурю я. Ну видите, одна штукатурка. Вот штукатурка. Потом заново ложили еще тут штукатурку. Потом, наверное, трещины были, ложили еще один слой штукатурки. В итоге под толщиной этой штукатурки, там, наверное, слоев ее 4-3, вот такой пирог. А это уже сами блоки, из чего сложен дом. Вот такие блоки. С другой стороны, хорошо, что сейчас это все скрылось. Видите как. Ёхайды. Вот так вот старый дом рушится. Интересно, где они там розетку проводили? Откуда провод шел, непонятно.
Ага. Вот он как провод хранился. Ну да, да, конечно, впечатляет. Ну, сейчас современные материалы. Все это можно заделать, щели задуть пеной, раствором замазать. Ну, картинка, конечно, удручающая. Я не думал, что так глубоко придется мне. Радует одно, что это кирпич крепкий. И там тоже. Ну, а может быть и хорошо, что я сейчас это все обнаружил. Я буду немножко тут стенки сносить, переделывать, балки ставить. Сделаем утепление современными материалами. Все у нас получится. Немножечко затрат на это. Время. Ну, сейчас лето. Июнь месяц. Ладно. Что нам остается делать? Да. Да ничего. Все будет нормально. В процессе работы, разбивая штукатурку, и вот как раз где угол, стены угол дома, под штукатуркой я увидел вот такую нехорошую вещь. Это муравейник. И это муравьи, которые спрятались, скажем так, в штукатурке из глины и соломы тут, да, и попали они снаружи, то есть с улицы. Вот приятного мало. С другой стороны, хорошо, что я это сейчас все заметил. Но старый дом, он и есть старый дом. Что вы хотите? Герметики нету, где... О, муравьев тоже нету. О, есть муравьи. Да, хорошо им тут, наверное, было, пока я не расковырял их. Я немножечко вначале расстроился, что такая вещь у меня нехорошая со штукатуркой. А с другой стороны, я вот тут уже посмотрел видео, как все это исправлять. Да ничего страшного, все можно сделать. Так, по-моему, муравьи уже сбежали. Блоки потрескали. Ну и вот другой угол у меня. Посмотрите, как это все сейчас выглядит. Называется, штукатурочку убрали. Стиль боха, или как там? Когда кладка видна. Ну вот, такие вот пустоты получаются. Вот так бывает, что забываешь, какой у тебя инструмент есть в хозяйстве, если ты им долго не пользуешься. Вот я крушил эти стены, используя обычный молоток каменщика. А у меня, оказывается, есть хорошая штука фирмы Bosch с перфораторной насадкой для того, чтобы крушить кафель и штукатурку. Бог нам в помощь вместе с Бошем. Посмотрим, как это будет быстрее. Хорошая техника Bosch. Все, работаем дальше.
отбивать штукатурку. Здесь также обвал потолка, но здесь поменьше, конечно. И вот здесь вот я сейчас соберу в мешки часть этой глины. Сказали, что ее можно будет размочить в воде, там, скажем, в каком-то корыте или в ванне или в тазике. Вот все это размокнет, замесить, превратится в однородную массу. Вот, и, как говорится, опять на стенку. Ну и предварительно мне сказали, что возьми, говорит, сетку, вот заборную, так называемую рабицу, прибить ее к потолку и наверх наложить эту штукатурку. Это не реклама корма, который кушает Арсений. Это просто в этих мешках я выношу ту самую глину и буду прятать ее не где-нибудь, а вот в том сарайке, дожидаясь хорошего момента. Ну что, работа у нас пыльная, тяжелая и неблагодарная. Но, к сожалению, ее тоже делать надо. А так как я один, кроме меня, это никто не сделает. Кто молодец? Я молодец. Кто молодец? Ты молодец. Друксер найдем. О, фу. А теперь будет все глиной. Чтобы глина или крошка глиняная более плотно легла, все-таки она кусками у меня, а не как песок сыпучий. Вот, но приходится делать не очень такую приятную вещь, рубить лопатой эту глину для того, чтобы крупные куски рассыпались. То есть я уже там при загрузке рублю, ну и здесь уже когда... Ну и она как утрамбовка идет, потом я еще водичкой пролью, чтобы это более плотно просело. В общем, работы пыльной много. Вот. А сегодняшняя наша серия заканчивается. Пойду монтировать ролик, а то народ спрашивает, мы подсели на твои видики, ролики, да, а где они? Я уже 2 дня как не выкладываю ролик. Ну ничего, ребята, вечером смотрите новый выпуск новостей из села Молдаванского. А это с вами был я, Сергей Гуд, и канал Viking Life. Ну и в конце, как я говорю, ребята, подписываемся, дергаем за колокольчик, стучим в бубен. Желаю вам счастья, здоровья. Пока!